Hi, Павел, how are you? Клас! Самий досвідчений користувач. Похоже, перед домом припарковано два авто. Все, ви попались. А, прильот по волконектору також, да? Да. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про додаток Tesla та, в принципі, про функції Tesla, як їх можна інтегрувати в розумний будинок, що таке Home Assistant, ну і деякі інші речі. І з цим нам допоможе Павло, але, на жаль, Павло не володіє українською мовою, тому він буде розмовляти, як йому зручно, а саме на англійській. Hi, Павел, how are you? I'm fine. What about you? Поговоримо про додаток Tesla, як можна його прокачати, які ці додатки в різних автівках, оскільки ви володієте двома різними автівками, це старий X, якого він року, 18-го? Ну, не старый. Я бы сказал так, это уже второе поколение X, это 2019 год. Який это, автопілот у вас там, другий? Это третий автопилот, FSD, все хорошо, но устарело. То, что на нашем тиче называется Legacy. Я даже знаю, почему я не хочу ее менять. Это тема для отдельного видео, это не относится к приложению. Павло вже декілька років займається нашим форумом на сайті та допомагає нам його трошки просувати. Тож, якщо ви там спілкуєтесь, то можете задати питання, якщо це пов'язано з чимось таким, як додаток або щось таке складне, то з цим вже Павло сам розібрався. Він у нас самий досвідчений користувач автівкою Tesla, якого я знаю. Навіть я, може, не користуюсь тими всіма функціями, які в ній є, а Павло вже розібрався до такого рівня, що може і нас навчати. І друга автівка у вас Model Y з Ryzen, я так розумію. Model Y 2023 года, там автопилот, по-моему, тоже третий. Давайте поговоримо краще про додаток. Як ви їм користуєтесь, що ви для себе виділити можете, розкажіть нам, тому що я так розумію, що ви інтегрували в принципі в розумний будинок Tesla додаток і саму автівку як таку. Есть базовый набор функций, который работает для любого автомобиля Tesla, любого поколения, начиная с первого автопилота и заканчивая четвертым автопилотом и любая из моделей. Ці два додатки, вони відрізняються один від одного. Это одно приложение, которое активирует разные я маю функции на в увазі- зависимости от того, какой из автомобилей у вас в данный момент. Ага. Ну тобто, якщо в нас старіша автівка, то в нас там додаток з менш розвиненими Меньше функціями. функций, какие-то функции не включены, какие-то пункты меню убраны, но при этом приложение одно и то же, просто оно оптимизируется под машину. У меня в приложении два автомобиля, я могу между ними переключаться, и как только я перематываю на другое приложение, на другой автомобиль, функции меняются. Список доступных функций другой. Ну тобто урізаються. Да. Під'їхали ми під будинок Павла, вже трошки відкрили ворота. Ситуація яка? В нього тут є розумний консьєрж, який нам зараз з допомогою смс, В Telegram он отправляет. ну так, смс та кадрів з камер, фоток, покаже, що відбувається в нього попереду будинку. Ану, відкрите покажіть нам, нам навіть цікаво, як це. Вот он отдельно отчитался обо мне, он меня знает, и отдельно он рассказал, что он видит перед собой. Ану, прочитайте. Похоже, перед домом припаркованы два авто. Одно белое, изящное, как лебедь, и другое серое, больше напоминающее космический корабль. Ждем ли мы вторжения инопланетян, или это просто стильные гости? Отже, нас побачили, все, ми попались. Що далі? Наприклад, що можна подивитися далі, як ваш асистент зав'язаний з додатком Tesla? Как я и говорил, что если мы заходим, я это думаю, надо будет потом экран показать. Если мы заходим в Home Assistant, здесь есть такая штука, как устройство и службы. Отдельная служба заведена под Tesla. Так. Tesla Custom Integration, о которой я говорил в самом начале. Tesla Custom Integration. И здесь так. обе машины, по одной машине 60 датчиков, по другой машине 59 датчиков. И если мы заходим внутрь, мы видим, что вот
charge limit, открыто или закрыто порт зарядки, какой выставлен ампераж максимальный, подогревы включены и выключены. То есть, в принципе, умный дом может контролировать все вплоть до того, что в зависимости от погоды включить или не включить подогрев сидений в машине, не полагаясь на режим авто, который есть уже в самом автомобілі. Тобто ви робите це, чи він це робить сам? Якщо... Я могу написать скрипт или автоматизацию, это термины из умного дома, из Home Assistant, которые позволяют мне под любую ситуацию Тобто, наприклад, прописать, что происходит, что делается с любым из этих... Наприклад, ви виїжджаєте о 9 годині ранку і вам це не потрібно виставляти в Теслі, а ви можете виставити в себе в розумному будинку, правильно? Да. І автівка буде прогріта і чекати на вас. Да, и перед этим он проверит, действительно ли машина стоит перед домом, действительно ли ей нужно это делать сегодня, а может быть она где-то в другом месте находится, он видит ее положение и может определить в зависимости от этого положения, нужно ли ей что-то делать или не нужно. Навіть делать. так, це не обов'язково бути під будинком. Да. Але там є якісь розширені функції, чи Если он управляет 60 параметрами, то есть реально всеми параметрами, которые есть у машины, а не только теми, которые есть в родном приложении. Например, родное приложение Tesla не дает возможности закрыть окна машины, если у вас машина предыдущего поколения. Потому что там нету датчика, который следит, не защемился ли чей-то палец или голова. И поэтому приложение эту кнопочку отключило, ее просто нету. На новой машине, на Model Y у нас она есть, а на Model X нет. А из Home Assistant я это могу сделать. Да? Тобто ви можете закрити вікна з Home Assistant, да, то есть а з додатку не можете? У меня, например, стоит в домашнем ассистенте подключено еще подключение к ближайшей метеостанции. Оно следит за прогнозом погоды. Кстати, ближайшая метеостанция находится в этом же селе на расстоянии 300 метров от нас. Так сложилось. И если пошел дождь, то я знаю о том, что пошел дождь с их датчика мгновенно. И в случае, если я проветривал машину, машину можно закрыть. Но я такого скрипта не писал, такой автоматизации не делал, хотя на будущее, в принципе, может быть и пригодится. Тобто датчик дождю вам не потрібен, він є в автівці, так? Он есть. Фактично. Да, можно. Теж цікава річ. Добре, що в нас ще такого є цікавого, чого нема в додатку Tesla, а є у вас у вашому Home Assistant? Завязки все связаны с зеленой энергетикой, потому что, как вы видите, у меня маленькое количество солнечных панелей, их хватает в обычной жизни. Летом в солнечную погоду это избыточная генерация, мне столько не надо. И если у меня зимой не хватает, то летом мне нужно это куда-то тратить. Можно, конечно, просто греть воду, как это часто происходит, включаешь бойлер, чтобы он грелся. А можно, если выходные дни, например, машина стоит под домом, можно переключить, чтобы розетка, от которой запитывается мобайл-коннектор машины, переключилась на солнечные панели, если солнечной энергии достаточно. И у меня есть эта автоматизация, которая сейчас, в данный момент, я ее просто поставил на паузу, но как только станет более сонячні дні, я її включу і вона буде слідити. Тобто, іншими словами, якщо у вас достатньо сонячної енергії, просто зарядка перемикається на сонце і все. Да. То есть машина будет кушать исключительно зеленое. У вас стоїть інвертор якийсь, мабуть? Да, у меня стоит инвертор, который тоже подключен к умному дому. Это, батареек у вас, мабуть, немає, не? Батарейки есть. Батареек у меня 15 киловатт-часов стоит. В принципе, этого хватает с головой на... 48-вольтова система чи? Да, 48 модульная. Ее можно наращивать по 5 киловатт модулей до 9 штук. То есть при желании я до 45 киловатт-часов могу сделать, но больше 15. У меня и солнечных панелей нет такого количества, чтобы все это заработало. А получается такой баланс. Если у нас 6 солнечных панелей, то этого как раз хватает, чтобы 15-киловаттную батарейку нормально за день зарядить. Я так бачу, вам також трошки дісталося, да? Судячи по диркам в заборі, да? Щось тут прилітало.
Фасад был тоже приблизительно такой же. Окошко пробитое как раз в комнате дочки. Да? Так что А де це? Десь тут поряд впало щось чи що? вот где-то вот в этом вот месте взорвалось и разлетелось. Обалдеть. Що у вас ще постраждало? И это, чтобы было понятно, где это мы здесь всех знакомых говорили, что в нашем болоте никому не надо, здесь мы можем быть спокойны, здесь тупиковое ответвление от дороги, а по факту, как выяснилось, здесь с Макарова как раз пошла танковая колонна, и она свернула вот у нас перед селом. На цю вуличку тоненьку? Вот перед ней, вот по лесу. У них обозначена была танковая дорога. Ага. И они решили, вот этот советские карты еще, они же по советским бумажным картам ехали. И они там 70 танков встало и загрузло. И их здесь долбили. Серйозно? То есть я подозреваю, что у нас дружественный огонь это был. Ага, тобто ми роздовбали тут досить гарну кучу танків. Здесь из 70 танков 30 как-то прорвалось дальше, они объехали коттеджный городок и встали с той стороны. Вот у нас было здесь 30 танков, тут 30 танков. 2 града, которые быстро, кстати, накрыли. Один успел выпустить кусок обоймы, но их накрыли. И мы здесь стояли, когда на блокпостах, мы контролировали, мы поднимали квадрокоптеры и руководили огнем. Тобто не просто так вони тут проїхалися, як Нет. на параді, правда? Нет, здесь все 70 здесь и похоронили. А, 70 танків Да. тут і здохло. Да. Есть 70 танков, есть видео, где по трассе, там пролет квадрокоптером по трассе, это известное видео в интернете, Житомирская трасса от Стоянки сюда, и танк. Нормально. Коротше, ми не просто так тут сиділи. Наші хлопці тут роздовбали їх як потрібно. А, прильот по волконектору також, так? Да? Да. Тут я дивлюсь, дирочка запакована. Так, добре, в нього влетіло і що, він працює? Меня здесь не было. Сказали, что все, пробили волконнектор. Я прошу, подайте питание, посмотрите, горит ли индикатор. Мне говорят, нет, индикатор не горит, все пропало. Приезжаю сюда, да, все пропало. Прямо попали по плате индикатора. Да, индикатор не работает. Все остальное работает. Треба китайську вам підсвітку купити, все буде працювати. То він у вас так на вулиці стоїть і ніяких Абсолютно питань немає. нормально. Ось у нас менюшечка, да? Нажимаємо, тримаємо. Оп, і у нас вилазить під менюшечка, в Которая якій... позволяет поменять любую из тех 4 кнопок на ту, которая удобна, которая часто используется, либо просто отсюда ее использовать, что менее удобно. У меня для Model Зараз Y добавим. есть даже волшебная кнопка открывания двери водителя с помощью сервопривода. Опа! А що таке? Ні, чи воно не відкрилось? Это все. Це що це значить? А вот так это вот так. А що, бачили, яка фігня? З додатку так воно не хоче до кінця відчинятись. Можемо завести тут автомобіль, що таке low power. Перевести в режим экономии энергии. А, це вона буде економити енергію, не буде садити на батарейку. От, це класна штука. Що таке Тоні? А, це задня штора. А, да. Клас! Unlock door. Ну, це зрозуміло. Що, одну тільки чи що? А, відчиняє двері, Да. дивись. Так вот, а у меня на Model Y Ну, открывает вибачте, полностью. у нас немає ікса. Model Y. Це у вас, це кастом? А, на Да. Model Y? Да. А маєте на увазі ці китайські Да. штучки працюють? Бачите, китайські штучки також працюють. Некоторые функции, например, такие как открыть дверь, Угу. они работают в приложении только в непосредственной близости от автомобиля. А, да? Ти Да, віддалено не можеш відкрити? Можно только unlock сделать, то есть отпереть, и человек А. сам может открыть. Ага. А вот именно чтобы открылась дверь, она работает только в радиусе действия, в ближнем радиусе действия Bluetooth. Функции, которые самые важные, которые не зависят от возраста машины и от железа, которое там внутри, это функции, которые связаны с основной жизнедеятельностью автомобиля. Самая важная функция, которая есть в приложении и которой пользуешься практически каждый день, это прогрев или кондиционирование салона и батарейки машины перед поездкой.
это у нас сейчас межсезонье, сейчас еще ничего, но если мы берем машину зимой, то хочется всегда приходить в теплую машину, и чтобы батарейка была уже прогрета, чтобы рекуперация работала в полную силу. И это можно сделать через приложение, либо просто кнопочкой за там, полчаса, за 15 минут до выхода, либо поставить таймер, чтобы оно в нужное время включилось и привело машину в рабочее состояние. Летом, соответственно, то же самое с кондиционером. Конечно же, в автомобиле предусмотрена функция, которая держит температуру салона не выше, чем какая-то. Кстати, тут отличие. Старое железо позволяет только температуру 40 градусов использовать как базовую. Выше 40 начинает включаться кондиционер, охлаждать, если ты включил эту функцию. А если новое железо, то можно выбрать, на какой температуре это будет срабатывать. Тобто воно буде нам розряджати батарейку настільки, наскільки нам буде комфортно, я так розумію. Якщо ми не підімкнуті до зарядки. Да, нет, там 20% несгораемого запаса в любом случае батареи должно быть, но тут вопрос именно в том, что на новом железе, и все это к привязке к приложению, это все можно задавать через меню в приложении. Здесь есть два меню. Эти меню прекондишн — это подогрев. И зарядка — это по поводу зарядки, в какое время или к какому времени будет заряжаться машина. Это важно. Они разделили эти две функции, потому что, например, у меня заряжается машина независимо ни от чего по ночам в любой день недели, а прогревается она только в будний день, потому что я не хочу в субботу ехать на работу. Не хочу. Не надо, но не хочу. И второе, это зависит от местоположения машины. То есть, когда машина стоит рядом с домом, у нее работают одни графики зарядки. Когда она стоит у меня под офисом, работает другой график зарядки и прогрева. Если я приехал в гости к кому-то, я могу поставить там третий, и они будут автоматически переключаться в зависимости от того, где стоит машина. А як це ви знали, що ви там? Ну вот сейчас в данный момент у меня здесь в меню нету ни одного пункта, ни precondition, ни charging. Мне надо нажать плюсик, чтобы добавить хотя бы один. Потому что в данный момент машина находится у вас на сервисе, а не под домом. Если она будет под домом, у нее было бы на выбор 3 графика зарядки, каждый из которых... Да. Да. И я могу выбирать, что вот сейчас вот у меня, например, у нас обстрелов нету, соответственно, у меня машина рассчитывает заряд, чтобы она к 7 утра по ночному тарифу зарядилась. А когда у нас перебои с питанием, то я отключаю все графики, она как только к розетке присосалась, она тут же начинает заряжаться. Это в одну галочку в приложении, то есть мне не надо сидеть в машине и переключать. Я это могу дома посмотреть, що мені потрібно зробити, і змінити. Ну, зараз ще нас випустять роботів, то вони ще й будуть вмикати вам зарядку самі. Підбіг, втикнув, побіг. Все, ми далі керуємо. Да, но эти роботы, это же замечательно, но это же в ущерб Model S и Model X. Ну так, да, тут у нас ситуація якась неординарна. Ну я думаю, що це знову якийсь маркетинговий хід, тому що неможливо просто викинути 2 моделі і випускати роботів. Ну це прямо якийсь сюр. Ну як це так може бути? Ну, поясніть мені, бо я не розумію. Викинути із 5 автівок, які ти випускаєш, 2. Що, лишиться 3? Что используется? Регулярно. Когда мне надо кому-то открыть багажник, чтобы мне кто-то чего-то туда закинул. Ну от ми тільки що спробували передній відкрити, у нас не хоче. Закинуть можно. Почтовый ящичек открылся. Ну да, згоден. Так. Вот. Это использую очень часто под офисом, когда курьеру, мне лень спускаться, я говорю курьеру просто, вот машина стоит прямо под подъездом. А, от як це потрібно використовувати. Йолки-палки, я навіть не знав. Визиваєш собі голову і кажеш, там стоїть Тесла. Під'їдеш, маякнеш. Да. Під'їхав, маякнув, багажник відкрив. Все, посилка доставлена. Класс. Так, едем далее. Говорю, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Она, кстати, при этом действительно, я потом могу даже несмотря на то, что я через приложение не могу, я потом могу на экране посмотреть, как он положил. Достаточно ли аккуратно он мне все положил в багажник. Так. Власники Model X, конечно, такие... Обнаглевшие, да? Model X вообще хорошо, потому что я могу точно так же... Відкрити двері. Да. Ну. Вообще отлично.
Причому всі 4. Из недостатков не очень грамотно, но это из соображений безопасности, работает зарядка автомобиля из приложения, включение и выключение. Если по каким-то причинам произошел сбой зарядки, Так. то из самого приложения не всегда можно ее запустить заново. Ну, Это связано Да. с тем, что безопасность, потому что он увидел падение напряжения, он решил, что какая-то может быть проблема с проводкой, и что нужна визуальная инспекция человеком до того, как продолжить это, и чтобы это было под ответственность человека, а не потом обвинили, что оно же там сработало, а я ничего не знал, и оно все сгорело. Но по факту есть способы, как это дурить, называется танец на кнопочках. Он время от времени перестает работать, потом он снова начинает работать, когда надо открыть лючок зарядки, потом попытаться закрыть лючок зарядки, потом тут же опять открыть лючок зарядки, потом потушить зарядку. Так несколько раз сделать, и оно бац, и вдруг оно забывает о том, что произошел сбой. це ви робите все в додатку? Да. Прям в Тесловському? Да. А ну як це відбувається? Покажіть мені, будь ласка. Вот я сейчас, к сожалению, нет режима зарядки. Если бы был режим зарядки, я бы сначала нажал кнопочку Unlock Latch, то есть отключить, чтобы можно было выдернуть кабель. Угу. В этот момент на машине загорается обводочка белым, Так. и можно человеку любому выдернуть кабель. Ну, а якщо Но ви... если в этот момент нажать сразу же кнопочку «Закрыть лючок», он тыкнется закрывать лючок, обнаружит, что там занято, не может закрыть. Угу. Тут же надо успеть нажать «Открыть лючок». Угу. Он открывает лючок, и как бы цикл сбросился, он уже как будто вытащили и вставили. Ага. Прикольно. Класно. Не всегда работает, но время от времени там они что-то меняют у себя прошивки, но дурится, и оно достаточно часто удается таким танцем на кнопочках это все запустить. То мені якраз задавали таке питання, як зробити так, щоб віддалено можна було увімкнути зарядку. Ось як. А ми ж і не знали. Як удобно. Диви, він в шахи грає, паразит. Йолки-пал. Мат тобі валю. В стандартное меню, позволяющие из машины подать какие-то сигналы, то есть это можно либо поморгать фарами, либо побибикать, либо открыть ворота, если HomeLink работает. А у нас якраз він працює, так? Да, но сейчас он не запустится, потому что машина далеко от ворот. Ну да. Но на Model Y я тоже поэтому просил поставить HomeLink, у меня же HomeLink. А, відсутній. Да, по базовой комплектации его нету, но вы его поставили, и у меня точно так же все работает. А потрібно американський чи європейський? Вообще говоря, так как у меня изначально эти ворота были адаптированы под Америку, то мне второй нужен был тоже американский. Ага, клас. А як ви це зробили, щоб ворота у вас були під Америку? Блочок докупали? У меня стоит Home Assist. Он принимает сигнал от HomeLink Так. тесловского, и он понимает американский диапазон. И он дает уже воротам команду открываться. Ах ти є моя. Асистент до модулі, радіомодуль якийсь стоїть. Санофовский, Саноф RF модуль, такая коробочка, которая принимает и передает, умеет и передавать, и принимать, и передавать RF сигналы. Угу. І це у вас все підімкнуто чим? Вітою парою до воріт? Нет, радиосигналом. А, просто радіосигнал? Да, он уже обратно отправляет на ворота радиосигнал, который им понесен. Паразиті ще яке. А ворота підімкнуті до чого? До нього чи до Wi-Fi? Ворота, привод ворот подключен просто радиомост. То есть там стоит радиоприемник обычный. До цього вашого модуля, да? Да, модуль стоит на втором этаже дома. Это было вынуждено, на самом деле это все сложности такие, потому что через эти ворота нормально из Теслы не пробивают. То есть пультом нормально добивает, а металлические ворота, металлический забор, каменная штука, и а у Теслы очень слабый сигнал на выходе. И поэтому мне пришлось ретранслятор ставить на втором этаже, где ему ничего не мешает прямое видео. Я би цього не зробив. Это костыли, это все костыли. Мені було б облом. Дальше в приложении у нас, опять-таки, для любого из автомобилей есть шпионская вещь. Я могу посмотреть, где в данный момент находится автомобиль. О, улица Центральная.
стоит под углом, значит, я знаю даже на каком из Подъемников. мест, на каком из подъемников в данный момент стоит машина. Совсем вот недавно, буквально 2 недели назад, я одновременно еще могу увидеть, чей профиль в данный момент активирован. Кто последний сидел за рулем машины. Угу. То есть вот сейчас вот написано, что я сидел То последний. есть жена, вы, либо Да, там да. дочь, допустим. Да, вот я переключаюсь на машину жены, и у нее здесь ничего не написано. А я не могу посмотреть. Кстати, вот это еще одна вещь. Я на машине жены являюсь не владельцем, а водителем. А як це робиться, ми можемо вам, до речі, показати, наприклад, в додатку. Якщо ви хочете комусь дати свою автівку, ось тут знизу є Manage Drives. Оп, додати драйвера, зробити і відправляєте, наприклад, Данілки відправимо зараз. Все, тепер ти можеш бути водієм кібертрака. Так само можна і видалити його. Заходите, дивитесь, хто у вас є з водіїв, і видаляєте нафіг. Так как у меня подключен FSD, Full Self Drive, полностью автономная способность полного автономного вождения, как оно политкорректно называется, то у меня здесь есть функция Summon, Угу. которая работает на расстоянии, так как у меня машина считает, что она в Америке, так как у нее активирован FSD, то она работает на нормальном расстоянии. По европейским законам я не могу управлять машиной с расстояния больше, чем 6 метров. Поэтому самон в Украине можно использовать именно умный самон. Есть dumb, то есть тупой самон, который позволяет двигать машину вперед-назад. Угу. Это я могу просто стрелочками вверх-вниз. Так, а розумний самон як тут? Есть разумный и по-настоящему разумный. Ага. У меня разумный. То есть я могу указать точку, до которой она доедет, я могу указать «подъедь ко мне». И вот, собственно говоря, в Европе работает режим «подъедь ко мне», и машинка будет за тобой ехать, ты идешь впереди, она за тобой телепается. Да? Да, это можно сделать, если включен хотя бы я. В Америке это все работает на расстоянии 300 футов, то есть это, в принципе, достаточно много, это около 100 метров. Угу. И машина может подъехать ко мне по парковке, она проверяет разрешение в этой зоне, то есть это должна быть зона не публичной дороги, а это должна быть именно парковка или частный сектор, Угу. и она там подъедет. Это просто умный самон. А есть actually smart summon. Это только на новом железе, и в этом случае машина может сама совершать парковку на паркоместе. Угу. То есть она определяет выбор паркомест. Появляется, если мы подъезжаем на парковку, включается режим парковки, мы видим на экране Всі автівки, які поряд стоять, да, клас. и выбираем, на какое место запарковаться. У меня этого нету. А у меня И- есть. Да, Має и бути. Actually Smart Summon, он более умный, он действительно по-настоящему по-умному из приложения управляется. Ну, це все залежить від заліза, яке в автівці встановлене, Да. так? І И я, наличие премиум коннективити. я тепер зрозумів, наскільки в нас обрізано все зараз в кібертраці. Тобто нам обов'язково потрібно зараз зайти в канадський регіон, закинути машину через канадський регіон, точніше, Мгм. і проплатити $9 за Да. цих доларів американських за преміум Connectivity, і тоді в нас буде працювати машина прямо на повну. Отже, майте на увазі, скільки функцій може не працювати. Для того, щоб додаток працював на повну, вам потрібно преміум Connectivity. Для того, щоб його зробити, потрібно вийти зі свого додатку, навіть викинути машину, зайти в регіон Канада, змінити регіон в телефоні, по-перше. По-друге, встановити заново додаток вже. Не-не-не, устанавливать заново не надо, надо удалить машину и сказать, что ты ее продал. Це ще гірше, коротше Вот, кажучи. это да. После этого, когда она отвалится, ее надо заново подсоединять, пройти процедуру, когда подключается новая машина, Угу. и при регистрации машины указать регион Канада. Это оптимально, потому что там получается цена те же самые 10, только канадских долларов, а не американских. І не виходить европейских по факту евро. 9. Да, и
так как это платный регион, то они уже не возражают. А для Украины они, так как Украина не входит в рынок автомобилей Tesla официальный, это серый рынок, раньше была политика, что они для серого рынка просто по умолчанию премиум Connectivity включали, потому что считали, что она там не работает, а теперь они по умолчанию ее выключают, потому что она видит, что она работает. Обалденно, блін. Просто клас. Ну, коротше, зрозуміло, да? Преміум Connectivity потрібно для того, щоб ви могли бачити через камери, що у вас відбувається навколо вашої автівки, бо інакше ви цього бачити не будете. Якщо у вас більш-менш свіжа автівка, то цим можна користуватись. Якщо нема преміума, то, на жаль, не зможете. І сам він також працює, так? Сам он работает нормально. Якщо у вас є преміум Connectivity. Да, важная вещь, которая есть тоже для всех машин, это статистика зарядок. И вот мы видим, что у меня стабильно за месяц 550-600 киловатт-часов мой расход, из которых 75% дома, 25% не дома. Но 25 не дома, это такой город есть в Перу, Лима. Это я там заряжаюсь. О, ви теж там часто, да? А де це ви? регулярно. Що це ви нажали? Ну, ще раз. На моей машине в статистике я заряжаюсь не дома, когда я в Перу, а на второй машине у меня в статистике получается, что я заряжаюсь не дома достаточно регулярно. И это связано с тем, какие на машине установлены карты. На Model Y стоят карты, которые автоматически раздаются сейчас для украинцев. Это карты Евросоюза EU 2019-20. Ну да. И в этих картах точность позиционирования дома, оно привязывается к ближайшей улице, которую он здесь не знает. И получается, что он считает, что то машина вроде как попадает в кружочек дома, то не попадает. Не попадает она на 10 метров. И пишет уже, что зарядка идет не дома. Класс. И в результате неправильные цифры, потому что так у нас получается в месяц в районе 1200 гривен на зарядку. Реально. Да? Да, ну чуть больше, там 1400. Дальше здесь можно записаться на сервисы. Казалось бы, в Украине, казалось бы, какой сервис, но по факту, когда у меня почему-то не прилетела вовремя прошивка на Model Y, ваш сотрудник мне сказал: попробуйте официальный сервис, спросите. Я через приложение записался на сервис по программному обеспечению, написал, что у меня не обновляется прошивка, я застрял на такой-то версии. На сервис в Берлине. И они через день со мной связались, списались, уточнили подробности, попросили прислать им сканы документов на владение машиной. Я им отправил, они что-то там поклацали, и прошивка через 2 часа прилетела. Ну вот так вот. Прямо из приложения все, пообщался с ними. Важная вещь. Безопасность. Целый раздел security. Ну, Dashcam Viewers не работает, я не могу посмотреть, что происходит по камерам, потому что у меня на этой машине премиум Connectivity не работает, это Model Y. Угу. А на Model X я это не могу сделать, потому что этого раздела нету, там камеры по-другому работают. Ну да. Но здесь, опять-таки, важно то, что я могу включить и выключить Sentry Mode. Sentry Mode — это режим сигнализации, по сути говоря. Его важно... Он у меня по умолчанию стоит, что он выключаться должен дома, но так как машина не всегда понимает, что она дома, то мне приходится иногда заходить в приложение и пальчиками выключать этот режим. Угу. Здесь же стоит, можно ли использовать телефон как ключ от машины. Угу. На Model X это не работает, потому что там другая система Bluetooth, и он признан недостаточно безопасным, что его можно взломать, и поэтому старые машины нельзя использовать телефон как ключ. Только из-за этого. Так ничто другое не мешает. Здесь же можно включить режим валета. То есть это когда вы отдаете машину парковщику, чтобы он не мог ни в бардачок залезть, ни быстро куда-то уехать. И передний багажник. Да, у вас в результате машина получается
обрізаною. Да. Віддаєте автівку вальту. Віддали вальту, значить Да. все потрібно урізати. И, Правильно? и можно же здесь задать режим ограничения скорости. Это если вы отдаете машину там, своему отпуску. А ну покажіть, де це. Вот, Speed Limit Mode. Кроме родного приложения Tesla, есть еще несколько проверенных разработчиков, которые получили авторизацию от Tesla на использование их приложения. Вы должны этому приложению дать разрешение через интерфейс на сайте Tesla. Без такой двойной проверки приложение не получит доступа к большинству функций. Но если вы это все сделаете, то доверите этому приложению какой-то кусок ваших личных данных, то тогда они могут расширить возможности обычного приложения. В основном это касается статистических вещей. Например, у меня стоит приложение TezLab, бесплатная версия, то есть это, я не покупал лицензию, она ограничена количеством автомобилей, то есть я не могу на двух машинах сразу ее использовать, только один поддерживается. И второе ограничение, статистика хранится только за 1 неделю. Но мне этого достаточно, потому что обычно мне просто надо посмотреть, насколько при таких погодных условиях, например, машина была экономичной. Вот она пишет, что сегодня катались там 10 километров с эффективностью всего 50%. Я думаю, что кто-то просто нажимал на тапочку. И причем можно войти более подробно в это приложение, увидеть, откуда куда ехали, и посмотреть, например, по скорости. Ага, кто-то там до 140 разгонялся. Угу. И видно вот по графику, с какими скоростями кто, когда, куда ехал. Ну, це И класно. с какой эффективностью. Це можна дитину взуть за це, що вона там ганяла десь. Здесь же идет более расширенная статистика по зарядке. Вот за сегодня на 54 гривны зарядился. Отже, друзі, ми тільки що вам розповіли про досить велику кількість функцій, які є в додатку Tesla, як їх використовувати наповну, що потрібно зробити для того, щоб ви могли використовувати наповну, як користуватися самоном і таким іншим в Україні навіть. Тому що у багатьох вас це не працює. Отже, ми вам розказали, як це зробити, щоб воно працювало. І щоб ви розуміли, скільки ще потрібно копати іншим виробникам для того, щоб досягти цих цілей, які вже досягла Tesla. Тобто, що їм потрібно зробити для того, щоб у них хоч схоже щось було в їхніх додатках на цей додаток, який є в Tesla. Тож, як ви розумієте, Tesla завжди попереду, і в майбутньому автопілот буде ще більш розумнішим, і додаток буде ще більше мати функцій. Тому підписуйтесь, купуйте автівки Tesla та насолоджуйтесь.